Кажется, началось, дилеры закрывают салоны, продаж нет. Склады забиты, а кредиты людям не дают, проблемы только начинаются. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк, за это в конце с меня анекдот. Многие люди в нашей стране ждали момента, когда официальные дилеры начнут сталкиваться с проблемами в продажах автомобилей и начнут массово закрываться. Но почему это ожидание было таким популярным? Ответ очевиден. Уже давно официальные дилеры перешли к агрессивным методам продаж. Хотите новый автомобиль, тогда будьте готовы доплатить 300-500 тысяч рублей или даже несколько миллионов за так называемое дополнительное оборудование, которое часто не стоит своих денег. А некоторые дилеры доходили до того, что отказывали в продаже автомобиля, если покупатель хотел оплатить его наличными. Никаких наличных, только кредит. Причем кредит, в который включены дополнительные страховки, карты помощи на дорогах и другие ненужные услуги. Особенно отличались в этом отношении дилеры корейских марок. И что мы видим сегодня? Ситуация изменилась, но незначительно. Да, официальные продажи Kia и Hyundai прекратились, но на их место пришли автомобили Solaris. Те же Kia и Hyundai, только под новым брендом. И что же делают дилеры Solaris? Они продолжают играть по-старому. Даже на базовые модели накручивают наценки в 200-300 тысяч рублей. Однако с падением продаж дилеры вынуждены были немного умерить свои аппетиты. Тем не менее, отношение к ним у покупателей остается негативным. Ведь подобные схемы продаж лишь укрепляют мнение, что официальные дилеры ничем не лучше серых, которые всегда славились махинациями и обманом. Сейчас, когда появились новости о закрытии некоторых дилеров, это вызывает у людей радость. Но почему дилеры начинают закрываться? Во-первых, цены на новые автомобили стали неподъемными. Даже отечественные марки, такие как Lada, поражают своими ценами. Базовая Гранта стоит более 900 тысяч рублей, а Веста свыше 1,5 миллиона. Китайские автомобили, несмотря на лучшее оснащение, также недешевы. Например, Хавейл Джолиан в хорошей комплектации стоит как топовая Веста. Но это полноценный кроссовер, а не седан с китайским вариатором и электроникой. Количество китайских марок на рынке растет, что создает огромную конкуренцию. Однако не все из них успешно адаптировались к условиям российского рынка. Например, Skywell в прошлом году продал всего 200 автомобилей, а поставки новых моделей прекратились. В этом году такие марки как Bike, SWM, Kai, Jag, Fav и Livan рискуют уйти из рынка из-за низкого спроса. Сложности испытывают даже популярные бренды, такие как Chery, Haval и Geely. Конкуренция между их дилерами настолько высока, что выжить смогут только те, кто предложил наиболее выгодные условия. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» прогнозирует, что в этом году рынок ждет массовое сокращение дилерских центров. По их мнению, около трети дилеров, более 1000, закроются. Основная причина – высокие процентные ставки по кредитам. Большинство автомобилей покупается в кредит, но сегодня банки ужесточили условия, и лишь 20-30% заявок получают одобрение. Что ждет владельцев автомобилей марок, которые уйдут с рынка? Это вопрос без ответа. Нет гарантии, что производители оставят поддержку для своих клиентов. Проблемы с запчастями, которые уже есть сегодня, только усугубляются. А как считаете вы, дилеры получили по заслугам? Или стоит опасаться такого развития событий? Поделитесь своим мнением в комментариях, ну и обещанная мною шутка. Роза, а шо ты мне подаришь на новый 2025 год? Как шо? Себя. Ах, да, точно. Год змеи же.